Всем привет! У нас идет третий сезон, вторая неделя слияния, босс Мэнда. Я все-таки, несмотря на свои неплохие уроны на Яталее и Альфанарсе ледяным взрывом, все-таки получилось у меня сбором немножко больше выдавить, поэтому буду бить через сбор. Также, если у вас какие-то проблемы с теми боссами, тоже можете ударить Мэнду. 300 с копеечкой, в принципе, можно здесь налегке сделать. Будет несколько вариантов команд, от самой такой прям хардкорной до вполне себе такой простенькой, легенькой, стабильной. И разница в уроне будет, в принципе, небольшая. Первая команда это через Артред. Мы здесь будем, получается, она одна будет танковать. Очень тяжело ей, но тем не менее. Перейдем к экипировке сразу. Тут обязательно посох, сопротивление 300 и более. И обязательно вот этот сет. Думаю, понимаете зачем, да? Потому что турельки будут ее атаковать. Она будет очень быстро заливаться и постоянно будет ультовать, подхиливая себя. Также, если вдруг электрошок повесится, она вас чистит, себя и с наших союзников. Но очень сложно бить такой командой, потому что все очень рандомно. Может электрошок повеситься, может произойти, в принципе, вообще все что угодно, поэтому приходится много реролить. Тайминги я использую вот такие на данной команде. Ардред, соответственно, без кулдаунов. У всех остальных вот такой цикл. Какая команда целесообразна, если у Глэдис есть эксклюзивный артефакт? Если нет, то в принципе можно что сделать. Особо тут смысла тогда вот так вот мучиться и нету. Можно использовать дальнейшие команды, которые я покажу потом. Тут суть в том, что нам нужен Алтон для разлома. Вот поэтому мы вот так вот мучаемся. В принципе, Куберг у нас как основной ДД здесь идет. Также, если у вас Куберг слабенький, но есть Телендор с артом, можно использовать его. У меня есть сокланы, которые так бьют. Набивают 300 с копеечкой. Далее. Алтон. Тут важный момент, это как можно больше дать ему просвещенность именно. Ну и, соответственно, про точность тоже не забываем. Вот этот сет, прям, и все просвещенность. Зачем это нужно? Потому что Артред танчит в соло, и очень-очень тяжело. И у нее, соответственно, больше всех в команде защиты и больше всех в команде ХП. Соответственно, Алтон с помощью сета будет бафать именно ее. И тут нам прям каждая копеечка характеристик очень важна. Далее Ларентиль. Все в атаку. Также Алтон бафнет Ларентиля тоже на атаку. Вот такой сет. Ну и, соответственно, все в атаку. Таланты использую вот такие. Ну и Глэдис, соответственно, тоже крит урон, шанс крита. У меня даже больше, чем надо. Меньше сделать не получается. Да и, в принципе, зачем. Вот. И полностью собрал ее именно в урон. Как проходит бой, сейчас покажу. Но не факт, что он пройдет удачно. В принципе, сами видите, что Ардред очень-очень быстро заливается. И потом она еще стаки свои наберет. И у нас будет сопротивление, получается, плюс 100. Следующий вариант команды набивает немножко меньше урона, но стоит уже команда чуть более уверенно. Расстановка у нас вот такая. По дамагерам ничего не менялось. Также у нас Глэдис с артом, поэтому нам нужен разломщик. Но у нас здесь будет 3 уже ДД. И в роли разломщика у нас будет Сагамир. Также одеваем его в этот сет. Он у нас будет танчить. Расстановка очень важна, это во-первых. И тоже важный момент. Мы всех убираем с поля боя. Первого выставляем Сагамира, чтобы он морковку свою кидал сам в себя. И, соответственно, он будет уже разлом успевать кидать примерно так же, как и сбор ультует. У них ротация очень-очень маленькая. И, в принципе, нет таких героев, кто может вот так вот быстро угнаться за ними и кидать так часто разлом. Сагамир, благодаря вот этому сету и морковке, может, в принципе, с этим справиться. Но, опять-таки, ему очень тяжело. Если будет вообще сильно напряжно, то добавьте ему сопротивление. Но, в принципе, для этого у нас есть Ацилия. Она будет накладывать неуязвимость ослаблением. И если электрошок проскочит, то она, соответственно, его почистит. Главное дожить. Максимальное ей ускорение, прям сколько можем. Кучу просвещенности и вот этот сет. Также посох. Она бафнет Сагамира на ХП, на защиту и также оленя бафнет на атаку. Тайминги я использую вот такие.
Наши саппорты без кулдауна, у Сагамира только старт. Сейчас я вам начало боя покажу, также как он вообще проходит. И вот эту фишку, что нам нужно убирать и выставлять заново. Получается, вы увидите расстановку, как она вообще влияет и что происходит в принципе в бою. Первого мы сейчас выставим Сагамира туда, да, Ацилию. Ну, дальнейший порядок уже в принципе и не важен. И пусть здесь стоит Хуберг. Ауру оставим на атаку. И, соответственно, погнали. Сначала Сагамир будет немножко косячить, но потом он уже станет в нормальную позицию и будет попадать уже по всем бомбочкам и по самой Мэнде разломом. Пусть сейчас он чуть-чуть потупорылит, пострадает фигней, а потом он уже станет, получается, вот сюда. Но тем не менее, все равно разлом он кидает. Вот все, он занял вот эту позицию. И в этой позиции он, соответственно, будет попадать разломом по всем. Ну и, соответственно, штраф атаки также и так далее. Также еще один вариант, если нет Ацилии, то можно заменить, в принципе, Гиллиан. Что я сделал? Я просто, в принципе, перекинул шмот с Ацилии на Гиллиан и все. Что, в принципе, не менялось. Тут уже смотрите сами по выживаемости, смотря как будет у вас Сагамир стоять. Если хотите чаще разлом, то также ставим первым его на поле боя. Если плохо живет, то ставим первым Гиллиан и уже потом его, чтобы он морковку кидал в нее. И она будет очень-очень часто ультовать, давать ему усиление защиты, подхиливать, давать щитки и так далее. Тут уже смотрите сами по выживаемости. На ДДшниках также ничего не меняли. Глэдис у нас также с эксклюзивным артефактом. В этой команде тайминги вот такие использую. Можно, в принципе, на 13 поставить. Все, Гиллиан без таймингов. Она у нас по КД ультует, так же, как и, в принципе, Сагамир. И еще один последний вариант команды. Глэдис у нас здесь уже стоит в разломе, поэтому не забываем точность. Также одета в ДД. Тут у нас добавляется Хульдарк. Одет он вот так у нас. В принципе, по талантам главное взять вот этот талант и все. Остальное, в принципе, не важно. И не забываем про точность. В роли танка у нас здесь Ацилия. Если нет Ацилии, то можете, в принципе, взять Артред и одеть ее так же, как был в первом варианте. Возможно, так даже будет лучше в каком-то плане. Но мне больше нравится Ацилия, просто потому что я люблю ее играть. Вот и все. Тайминги в данной команде использую вот такие. Что у нас тут, в принципе, происходит? И почему тут, в принципе, танкам проще жить? Она в плане урона довольно-таки стабильная. Набивает 300 миллионов, в принципе, они набьют. Даже, наверное, больше уже. Почему Хульдерк 18.1 получается, когда Мэнда бафает свои турельки, мало того, что он снимает с них все эти усиления, которые она кидает на них, оба, он еще и кидает оглушение, которое, в принципе, проходит по ним. Сейчас вы посмотрите, что происходит в данном бою. Получается, Ацилия спокойно себе стоит, ловит электрошок, ничего страшного вообще не происходит от этого. Кидается разлом с помощью Глэдис, очень стабильно. И во время появления турелек, сейчас увидите, как только у нее вот появляется турель, и она бафается. Ульдарк ультует, и как видите, баф оглушения, ослепления, все висит. И также еще и штрафы к атаке, штрафы к точности. Поэтому даже если добавить там сколько-то сапры на будь то Артред, либо Гиллиан, то электрошок в принципе не будет проходить, несмотря даже на вот эти промежутки, в которых не висит усиление Тацили. Поэтому, сами понимаете, да, тут и штраф атаки, тут и ослепление, и дебафы на бомбочках, поэтому урон они наносят значительно меньше. Танку стоять, соответственно, жить тоже намного проще. И что обратил внимание, что в принципе вот эта пачка самая такая стабильная, я бы вам ее в принципе и рекомендовал использовать. Побережете свои нервы, урон будет в принципе почти одинаковый, там меньше на копейки. Во-первых, не у всех есть в принципе артефакт на Глэдис, но за счет того, что все стабильно накладывается именно в нужный нам момент, а не так, как какой-нибудь там Сагамир кинет, либо еще кто-нибудь, какой-нибудь Алтон. Вот тут за счет того, что именно разлом
нужное нам время урон, в принципе, точно такой же и выходит. На этом, в принципе, все. У кого какие вопросы есть, пишите в комментариях, либо в телеграм-канале. До скорых встреч. Всем пока.